Эта маленькая девочка мертва уже более 100 лет, но это не мешает ей каждую ночь совершать ужасные поступки. Люди со всего мира съезжаются, чтобы узнать тайну маленькой Эмилии. Когда во время страшной эпидемии испанского гриппа в 1920 году у Эмилии Ченгрето обнаружили пневмонию, ее родители были в ужасе. Болезнь распространялась по стране со скоростью лесного пожара, и семья Ченгрето делала все, что было в их силах, чтобы защитить дочь, но этого было недостаточно. Эмилии едва исполнилось 2 года, когда у нее внезапно начался ужасный кашель. И действительно, через несколько часов ее когда-то теплые и розовые щеки стали обжигающе горячими. Она перестала реагировать на происходящее, и ей стало очень плохо. Поэтому ее родители вызвали врача, но к тому времени, когда он приехал, было уже слишком поздно. Бедная Эмилия скончалась от ужасной пневмонии. Мистер Ченгрето был вне себя от горя. Несколько дней он едва мог двигаться. Он сидел у ее постели и просто рыдал навзрыд. Как Бог мог так поступить с его единственным настоящим чудом? Почему он отнял у него его любимую девочку? Он чувствовал, что не сдержал своего обещания. Он не сдержал свою маленькую девочку в безопасности. Ченгрето всегда хотели ребенка и годами молились о нем. Для них это было очень трудное время. В то время как все вокруг рожали все больше и больше детей, они изо всех сил пытались зачать хотя бы одного. Мистер Ченгрето был особенно предан своей религии, каждый день по дороге на работу заходил в церковь, чтобы поговорить с Господом и вымолить у него будущего ребенка. И когда его жена, наконец, забеременела, он подумал, что это чудо, но всего через 2 года у него это отняли из-за ужасного гриппа, от которого он не смог защитить свою драгоценную девочку. Поэтому, когда пришло время семье похоронить ее милое маленькое тельце, мистер Ченгрето не смог смириться с ожидавшей его реальностью. Повседневная жизнь без его маленькой девочки казалась просто невыносимой. Он не мог жить без нее. Ему нужно было видеть ее каждый день, как это было, когда она была жива. Он знал, что хочет попытаться каким-то образом сохранить ей жизнь. Он размышлял о какой-то странной магии, но его вера вернула его к реальности. Он знал, что если он собирается что-то сделать, это должно было быть сделано из уважения к его любимой дочери. И тогда он совершил нечто настолько странное, что многие люди сочли его слегка сумасшедшим. Он решил забальзамировать и сохранить свою маленькую дочь. Мистер Ченгрето обратился к человеку науки и академических кругов, которого высоко ценили за то, что он творил чудеса в области сохранения тел, к блестящему Альфредо Салафии. Поначалу доктору эта идея не очень понравилась, во-первых, потому что ее тело было поражено болезнью, которой он боялся заразиться, а во-вторых, потому что она была маленькой девочкой. Процесс сохранения ее маленького тела был в некотором роде ужасен. Однако, услышав историю отчаявшегося отца, сострадательный доктор Альфредо согласился. Он хотел сохранить маленькую девочку во всей ее красоте для ее отца. Он видел, как сильно горевал этот человек и как много значила для него маленькая девочка. Поэтому он пошел на работу. В некотором смысле он знал, что это будет одна из самых важных работ в его карьере. Он и не подозревал, насколько он окажется прав. Он экспериментировал с новой формулой, которая, как он предполагал, позволит ему сохранить мертвых превосходным способом. Казалось, это был идеальный повод попробовать. Используя точно подобранную смесь формалина, солей цинка, спирта, салициловой кислоты и глицерина, он смог сделать нечто просто замечательное. Он работал с каждым компонентом очень тщательно. Таким образом, все должно было остаться таким, как было. Мистеру Ченгрето было все равно, как это делается. Все, чего он хотел, это чтобы его маленькая девочка оставалась такой, как есть,
а не разлагающимся трупом в земле. Она и так прожила всего 2 года. Используя свои очень специфические и тщательные методы, доктору удалось сохранить тело Эмилии в первозданном виде. Он смог запечатлеть ее неподвижной в тот самый момент, когда она испустила свой последний вздох. Мистер Ченгретто не мог прийти в себя от того, как чудесно она выглядела, и он навсегда запомнил ее такой. Ее милые румяные щечки распухли от радости, а маленькие кудряшки счастливо рассыпались по плечам. Была только одна проблема. Когда власти увезли Эмилию из дома, мистер Ченгретто подумал, что ее увозят в морг, чтобы подготовить к похоронам. Поэтому, когда ее вернули в дом Ченгретто, выглядевшую как живая, миссис Ченгретто подумала, что случилось что-то ужасное. Она закричала от ужаса при виде своей милой дочери, застывшей во времени. Как и любой другой скорбящей матери, миссис Ченгретто потребовалось несколько часов, чтобы полностью понять, что происходит. Они освободили место в своей спальне, где она могла стоять, чтобы они могли с ней поговорить и видеть ее каждый день, как и хотел мистер Ченгретто. Чего он, однако, не ожидал, так это того, что его маленькая принцесса останется такой же на протяжении более чем 100 лет после его смерти. В течение нескольких недель после ее смерти местные жители приходили отдать дань уважения, отчасти из-за того, что любопытство взяло верх. Все были в восторге от слухов о том, что маленькая девочка была спасена. Просто в то время люди так не поступали. Когда много лет спустя семья Ченгретто умерла, тело Эмилии передали в музей, чтобы его можно было изучать и демонстрировать другим. Такое явление было настолько уникальным, что ученые со всего мира были совершенно ошеломлены. Некоторые из них никогда раньше не видели столь блестящей работы. Сегодня ее можно увидеть в музее, где на первый взгляд вы можете принять ее за куклу, похожую на живую. Ее прекрасные локоны и красивые скулы все еще хорошо видны. Сегодня ее хранят в стеклянном контейнере, наполненном азотом, чтобы сохранить ее в максимально первозданном виде. Это придает ей жутковатый вид, она похожа на куклу, аккуратно упакованную в целлофановую картонную коробку. Хотя это просто невероятно, зрители остаются в восторге не только от ее красоты. В этой мумии есть что-то особенное, что шокирует людей со всего мира. Каждую ночь она делает что-то, что повергает ученых в ужас и недоумение. Многие люди утверждают, что видели, как она открывает и закрывает глаза в своем застывшем, похожем на жизнь состоянии. Некоторые люди даже снимали это на видео. Говорят, что ночью она лениво открывает и закрывает глаза, словно желая всем спокойной ночи. Некоторые называют это заговором, в то время как другие клянутся, что видели это собственными глазами. При такой реалистичной внешности неудивительно, что это выглядит так реалистично. Когда смотришь на ее милое личико, начинаешь понимать, с какой любовью мистер Ченгретто относился к своей дочери и почему он хотел, чтобы она все время была рядом. Любовь к своему ребенку, безусловно, может заставить нас совершать самые безумные поступки. Но в лице Эмилии поколения смогли увидеть живое воплощение того, как сильно ее любила семья. Дорогие зрители, что вы думаете о поступке мистера Ченгретто? Вы бы поступили так же? И что вы думаете о том, что она моргает? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.